Всем привет! В данном видео я расскажу, что делать с Rubik's Magic, когда пластинки каким-то образом переставлены местами и он выглядит нестандартным образом. Или рассмотрю какие-нибудь ситуации, что делать, когда он не получается его тривиальными методами собрать. Вот. Иногда такие ситуации, к сожалению, возникают, и их приходится решать, и решается это все очень несложно, и об этом я сейчас расскажу. Итак, первая нестандартная ситуация, когда получается или сдвиг такой получается по фазе, или получается, что кольца смотрят в обратную сторону. Вот такая нестандартная ситуация, решается очень просто, но перед тем, как рассказать, как ее решить, я сначала расскажу, как она получается. То есть, если у нас есть собранный Magic, если мы его свернем в обратную сторону, и еще сложим еще раз пополам, и после этого раздвинем в эту сторону, то мы как раз к этой ситуации выходим. Значит, какое наиболее простое решение? Можно, конечно, наоборот сложить и сложить его пополам, и потом его вывернуть. Вот. Но более простым решением будет сделать следующее. Собрать его пополам, чтобы центральная часть как бы к себе пришла. Убрать одну отсюда, разложить его обратно и разложить его обратно. Следующая ситуация выглядит еще более страшно ужасно. Вот. Они не только сдвинуты, они еще все поменены местами. Вот. Как это получается? Значит, если мы берем собранный Magic, и если мы его соберем до нашего такого состояния, для того, чтобы его разобрать обратно, мы обычно идем с этой, с правой верхней стороны, и в эту сторону идем. Однако, если пойти с обратной стороны, вот с этой, то мы придем вот к такой вот ситуации. Поэтому, когда вот так вот получилось, что здесь нужно сделать? Пумс-пумс, не получается. Собрать его сначала в эту сторону, а потом разобрать с этой. Вот. Вот так. Следующая ситуация, вот такой вот, ну как будто бы домик, вот. Ну или можно вот такой вот получить, типа как сапог получается, и он раскрывается во внешнюю сторону. Вот. Как к такому прийти? Вот это если мы с собранного сюда, сложим сюда, вот. И у нас получается вот этот вот домик. Вот. Ну и получается, как наиболее простой способ собрать из этой ситуации, просто ее разложить в стороны и раскрыть. Следующая ситуация, это когда у нас оно сложено, но не может раскрыться ни в одной из сторон. Вот. Ну и как-то вот так, похоже на крокодильчика такого. Вот. Как мы приходим к такой ситуации? Это если мы переворачиваем ее, складываем на дно, здесь складываем и с этой стороны выпрямляем. Вот мы к этой ситуации пришли. Вот. Соответственно, при решении этой ситуации мы сначала складываем здесь, раскрываем так, чтобы вот по одной с каждой стороны осталось, раскрываем, и оно все здесь есть. Следующая ситуация, такое как воротики похоже. Вот. Как к этому приходится? Переворачивается сюда, сюда, снова переворачивается, и вот оно вот так вот есть. Соответственно, для ее сборки роняем, переворачиваем. Здесь тык-тык-тык не открывается, значит, получается, нужно перевести ее в другую сторону. И вот здесь вот уже откроется и откроется. Но не пугайтесь, у меня тут это помощник есть, со мной работает, вот. Поэтому здесь иногда крики раздаются, поэтому надеюсь, что вы будете спокойно к этому относиться. Да. Вот, ну что, продолжаем. Следующая ситуация, то есть опять похоже на как будто бы сапог, с той лишь разницей, что здесь вот как крокодильчик, то есть как крокодильчик в сапоге.
То есть напомню, что как мы решали предыдущую схожую ситуацию, когда как бы шов, она сгибалась по внешней стороне, то есть она просто раскрывалась, а здесь такого хода нету. Вот, то есть оно в эту сторону оно не раскрывается, здесь оно жестко. Как мы к этой ситуации приходим? Значит, мы ее берем. Когда мы в такой ситуации находимся и мы начинаем разбирать в эту сторону. Вот. А если мы начнем ее собирать в эту сторону, то мы как раз приходим к этой ситуации. Соответственно, для того, чтобы, если у нас получается вот здесь и здесь сбоку, то что мы делаем, это складываем ее пополам, складываем так, вот. Следующая еще ситуация, опять типа сапога получается, вот, но теперь он другой, вот, то есть тут нету крокодильчика, вот, то есть тут раскрывается он в эту сторону, но ни к чему особенно хорошему не раскрывается, вот. Значит, как мы к нему приходим? Значит, мы приходим к нему следующим образом. Сначала к такому сапогу с крокодильчиком, которые были в прошлый раз, а дальше берем и выворачиваем наизнанку его сюда, как бы и сюда, то есть в обратную сторону. И мы получили то, что мы вот сейчас здесь имеем. То есть, соответственно, для того, чтобы его собрать, вот, то есть мы берем его, выворачиваем наизнанку. Вот. Ну а здесь уже мы знаем, чего делать. Ну и дальше уже как стандартно. Кстати, вот такой интересный момент. Как вы считаете, вот эти две фигуры, они одинаковые или нет? Вот. То есть вроде как внешне выглядят все одинаково, вот, а собираются они по-разному. Если одна из них это то, как мы рассматривали в самом начале, то есть приходит к такому сапогу, который вот так вот просто раскрывается и здесь, вот, то вот эта, которая внешне очень похожа, когда мы ее складываем, здесь она по внешней стороне ничего не двигается, ничто не делается. Вот, то есть как мы ее только единственно можем разложить, то есть это как вывернуть ее наизнанку с этой стороны. Вот. Ну и здесь уже, вот. Ну и дальше уже понятно. Следующая ситуация, когда у нас где-то вот здесь вот вроде как оно 2 на 4 все сложено, вот, но где-то с центру перебилось и оно никуда не двигается. Вот, то есть они здесь стоят и никуда не двигаются. Единственное, что позволяет, это вот крутиться. Вот. Как мы к этой ситуации приходим? Это получается, если мы здесь сложим, подгоним с этой стороны, подгоним с этой стороны. Вот. И после этого она у нас здесь не двигается. Все. Только может раскручиваться и все. И все, и ничего больше не происходит. То есть получается, что в такой ситуации делать, это просто ее брать и растягивать ее в эту сторону. Ну и на этом почти все. Как бы все оставшиеся ситуации, которые есть, нужно просто делать, что можно, и потом приходить к каким-то из знакомых ситуаций. Ну попробуем сейчас вот заскрамблить, да, как-нибудь так сложно его. Вот. То есть, скажем, нет, лучше даже вот так. Крокодильчик. Бах. Сундук. Бумс. Бумс. Сундук с добром. Окей. Что-нибудь такое сложное. Попытаемся такое сделать. Да. Туда не двигается. Ничего. Вот. Ну и... Типа вот такого. Бах. Rubik's Magic кубик. Вот. Ну и попробуем из него как бы мы вот тут вот собирать. То есть что можно сделать? Ну, где-то что-то если двигается, значит это двигается. Вот. Что тут чего-то как вот из этой ситуации выбраться? Ну, что-то двигается, значит что-то двигается. Вот. То есть двигать все, что двигается. Вот. Ну и рано или поздно какой-нибудь там из... знакомых ситуаций приходит, пришел крокодильчик, вот, бумс, сложили, и все.
Вот. Ну, как вы видите, все несложно, все достаточно просто. Надеюсь, было интересно. Все, пока.